Всем привет! Меня зовут Нина Заславская, и в этом видео вы узнаете, как быстро построить бровки с помощью нитки, точнее лука для бровей. Вот такое приспособление, вот так это выглядит. У меня еще есть второй, немножко другой формы, но я буду работать вот этим, потому что здесь есть очень удобный уровень, то есть можно смотреть, ровно ли я держу вот это приспособление. Прежде всего я начинаю с разметки. Я отмечаю ось симметрии, это у нас серединка лба. Когда я отмечаю ось, оцениваю лицо в целом. То есть ни в коем случае нельзя ориентироваться на нос, потому что очень часто бывает искривленная перегородка, и визуально это все смещается в ту или другую сторону. Поэтому немножко отходим, смотрим серединку лба и ставим точку серединки. Вторая точка – это начало брови. У нас ставится точка. И ориентируюсь я на начало глаза. То есть вот этот выступ мне дает понять, где у меня находится эта первая точка. Ну и вообще очень часто бровки как раз начинают расти именно с того места, где и находится эта точка. Поэтому это мне служит такой небольшой подсказкой. Так, первую точку мы нашли. Дальше мы должны поставить точку изгибу. Так, первую точку мы нашли. Дальше мы должны поставить точку изгиба. И находится она по крылу носа и по концу зрачка. Также очень часто, практически у 90% есть небольшой пушок в зоне вот этого апекса, изгиба, другими словами. Он тоже служит некой подсказкой для мастера и помогает найти ту самую точку. Она у нас самая высокая. Так, посмотри на меня. Ну и последнее – это кончик брови. Находим мы его по крылу носа. Также линия проходит по кончику глаза и показывает нам как раз-таки точку, конец нашей бровки. Я делаю засечку. И у меня всегда вот эта золотая пропорция в голове сидит, когда я рисую брови. То есть кончик брови не может более 2 раз укладываться в тело брови, иначе форма сломается. Если мы эту точку изгиба, допустим, передвинем ближе к виску, у нас получится длинное тело и короткий хвостик. И наоборот, если эта точка сместится к серединке, у нас будет такой длинный кончик и короткое тело брови. И получится удивленный вид. В общем, все должно быть на месте, это очень важно. После того, как я отметила эти точки, я отмечаю их на другой стороне. Отмечаю я их точно по такому же принципу, как и на первом глазу, но еще отмеряю вот эти отрезки, сравниваю с предыдущей бровкой. Все, самые главные точки у меня есть. Дальше я приступаю к разметке ниткой. И мне нужно нарисовать еще дополнительные линии, с помощью которых у нас получится полностью построенная бровка. То есть не нужно даже будет ничего выдумывать и рисовать. Просто прочертив эти линии, у нас будет уже готовая форма. Это очень полезно и очень круто, очень помогает тем мастерам, кто только начал в перманенте и боится там, нарисовать не ту форму, неправильную или кривую. С помощью лука для бровей можно выстроить идеально ровную форму, и не нужно даже уметь при этом рисовать. Что я делаю? Я беру лук для бровей. Можно пользоваться даже обычной ниткой, если у вас нет вот такого приспособления. Просто здесь удобнее, потому что не приходится натягивать постоянно эту нитку, она уже натянута. Я должна ее прокрасить. Можно это сделать с помощью броу-пасты, либо обычного карандаша косметического. Я пользуюсь карандашом, даже у меня нет этой пасты. Я беру вот так мягкий карандаш белый и прям прокрашиваю всю нитку со всех сторон. Готово. Какие мне точки потребуются для построения? Мне нужно наметить точки изгибов, чтобы выше, ниже никуда не увести свои брови. И я смотрю на уровень, он мне подсказывает, ровно ли я держу лук. То есть вот таким образом я отпечатываю нитку, и эта линия мне как раз таки дает вот эти мои углы.
Далее я должна проставить ширину бровей, чтобы не ошибиться. Поэтому я ставлю сначала начало, где у меня начнутся брови, это нижние точки. Тоже проверяю по уровню, чтобы все ровненько было. Так, мы отметили точки начала бровей, ниже них мы уже не спустимся. И я сразу ширину бровок, верхние точки отмечу. После того, как я отметила эти точки, я уже могу провести верхнюю линию. Если схематично представить бровь, она у нас состоит из прямоугольника и треугольничка. Поэтому верхняя и нижняя линия, также линии хвостика, они всегда идут ровно, без всяких прогибов. Поэтому очень удобно пользоваться ниткой при построении. И линия получается ровная-ровная, как и надо. Я уже могу наметить верхнюю линию, потому что у меня есть вспомогательные линии, которые и создают как раз-таки вот эту линию. Я ставлю на точку на головке и кончик я ставлю на изгиб. То есть вот она у меня уже линия сама по себе получается. Не надо мне ничего выдумывать или думать, в каком же направлении она пойдет. И я уже в таком случае никогда не ошибусь. У меня будут идеально ровные брови, что с одной, что с другой стороны. Потому что есть вспомогательные линии. Так, одна есть, и вторую я то же самое делаю. Соединяю точку А, то есть начало брови, с точкой Б, с изгибом. Далее я могу сразу спуститься чуть ниже и отметить нижнюю границу. Здесь мне уже помогает направление, во-первых, верхней линии, во-вторых, направление роста моих бровок. Поэтому я ставлю на первую точку нитку и по направлению смотрю, чтобы совпадало направление с верхней линией. И вот у меня уже пол брови готово, остались только кончики. Но прежде всего я повторю это все на второй бровке. Все, пол брови мы уже построили. Сейчас мы находим кончики. Как построить кончики? Очень частый вопрос, потому что бывает такое, что кончики уходят вниз, и вид получается грустный. Непонятно, как их правильно отрисовать. На самом-то деле все просто. И стоит ориентироваться всегда на ушко. Можно я достану твое ушко? Вот такое у нас красивое ушко. И каким образом? Чтобы вид не получился грустный, мы всегда смотрим, кончик должен уходить на верхнюю часть уха. То есть если ухо разделить пополам, кончик должен уходить в какую-то из этих точек. А в какую точку? Мы ориентируемся на свой рост волос. То есть мы должны максимально сохранить каждый волосок, чтобы бровь была наполнена волосками, чтобы форма была своя. Но в то же время обращаем внимание, чтобы бровка не смотрела вниз, то есть кончик не был направлен очень сильно вниз, иначе вид получается не очень радостный. Так, мы каким образом находим эту точку? Вот так смотрим, чтобы волоски были внутри, но в то же время кончик у нас смотрел на верхнюю часть уха. Видите, верхняя часть. Значит, все правильно. Я вот так представляю и уже отпечатываю это все. Где-то на серединке вот эта линия и вторая линия бровки, которая у нас скоро появится, они соединятся. Можно даже тоже вот так вот продлить. Посередке у нас будет такой крестик. Ну и сразу же, далеко не будем ходить, нижнюю линию тоже простроим. То же самое делаю со второй бровкой.
Тут уже я ориентируюсь на место пересечения в серединке. То есть вторая линия должна уходить ровно в эту же точку. Только таким образом у нас будет ровная линия. Поэтому я сразу ставлю свою ниточку на серединку лба, в то место, где у меня пересекается линия с осью симметрии. И это мне дает направление моего хвостика. Конечно же, вы должны себя проверять по-всякому, отходить подальше, смотреть на свою картину в целом, как делают это художники, когда рисуют картину, они всегда отходят и смотрят на расстояние, потому что когда рисуешь очень близко, глаз замыливается, и ты, к сожалению, уже не видишь каких-то деталей. В общем-то, мы все построили, но есть одно но. Чтобы нарисовать современную, красивую, плавную форму, мы должны поставить еще такие нюансы. И они как раз-таки кроются вот в этих изгибах. Красиво, когда бровка формируется именно верхней линией, то есть изгиб читается с помощью верхнего края бровки. А нижняя линия брови более такая плавная, обтекаемая, практически прямая. И сейчас я их тоже выстрою, эти линии. Чуть-чуть повыше шапочку вот так подниму. Так, как я ее выстраиваю? Вот эта линия у меня серединки продолжается. Я могу ее еще прям вот до конца расчертить. Вот она у меня. И я должна поставить на точку апекса, в точку изгиба брови. Сейчас еще прокрашу. Не забываем постоянно подкрашивать свою нитку, чтобы она рисовала ярче. Я ставлю на точку апекса, и конец у меня уйдет прям вот до волосистой части, прям до конца. Можно даже прочертить вот так. Прохожусь по всей бровке, и мы находим линию, которая как раз-таки показывает нам, что нижняя линия на бровке, она не имеет изгиба там же, где и верхняя, а этот изгиб перемещается до этой линии, которую мы сейчас нашли. То есть он такой плавный, 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 и ближе к кончику он немножечко изгибается. И эту линию, чтобы было красивее, понятнее, четче, я уже буду прорисовывать обычным косметическим белым карандашом. То есть будет такой эффект хайлайтера, и бровка будет более четкая. Поэтому я ее сейчас вот доведу до ума, доведу до той линии, которая мне указывает, где изгиб. Вот она, да? И немножко вот так вот растушую нижнюю часть. Чтобы форма была четче и мне было еще понятнее. И, конечно, я так это все не оставлю и с помощью ватной палочки немножко растушевываю свой белый карандаш, чтобы было приятнее нашему глазу смотреть на брови, чтобы было нежнее. И то же самое я делаю со второй стороной. Смотрю, где у меня пересечение. Вот оно, да? И прохожусь прям сквозь бровки. То есть, если верхняя точка изгиба у меня ближе к переносице, нижняя у меня, посмотрите, насколько дальше. С помощью карандаша я тоже это все выделяю. А здесь я вот этот изгиб немножко убираю. То есть, который у нас нарисовался изначально, да? Чтобы форма была более плавная, обтекаемая, чтобы бровка формировалась именно верхним изгибом. А нижняя линия была прям такая плавная, плавная, как сейчас модно.
Конечно же, так я не оставлю. Потом я возьму коричневый карандаш и заполню уже внутренность брови, чтобы клиентка видела итоговый результат, как это будет выглядеть в дальнейшем. Клиенты видят немножко по-другому, чем мы, мастера. Они не понимают вот эту всю разметку и рамочку. Но тут уже мне не составит проблем заполнить внутри карандашом. Кстати, как я отрисовываю форму, вы можете посмотреть в одном видео, там все подробно рассказано, и еще там очень хороший обзор других инструментов, с помощью которых тоже очень легко можно выстроить бровки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и все по старой схеме. Спасибо, что вы со мной. До скорых встреч. Пока-пока.